Для моих любимых подписчиков, которые поддерживают меня на Патреоне, на Бусти, на Баме Кофе или на Ютубе, рассказываю работающую схему, как в администрации горячего ключа с высокой долей вероятности, примерно 99%, осваивают бюджетные средства на ликвидацию стихийных свалок. И почему с ними особенно не спешат бороться? Многие годы идет спор по поводу того, включены ли древесные остатки в тариф, который платится Крайжилкомресурсу. И я разговаривал с бывшими сотрудниками администрации, они говорят, что да, поскольку оплата идет по кубическим метрам, и в год на человека, в зависимости от того, живет он в частном секторе или в многоквартирном доме, в городе маленьком, таком как Горячий Ключ, или в большом, как Краснодар, цена рассчитывается по кубатуре. А как вы сами понимаете, остатки с деревом, древесные остатки в мусоре, они создают дополнительную рыхлость. Ну, то есть, условно говоря, кубический метр с ветками будет более рыхлый и, соответственно, больше по объему, чем кубический метр без веток. Я пришел к выводу о том, что древесные остатки включены в стоимость вывозимого мусора. Но по каким-то своим подковерным причинам, я уверен, что связанным с коррупцией, Крайжилкомресурс, региональный оператор, отказывается вывозить ветки. И дальше происходит следующая схема. Очень выгодная для всех. Значит, чем меньше Крайжилкомресурс возит веток, тем ему легче, потому что с ветками возиться надо, если они не в баках. И вообще они говорят, все, что внутри бака наше, все, что снаружи бака не наше. И формально они правы, потому что площадки принадлежат администрации. Это земля муниципальная. Дальше. Когда вы набрасываете ветки или шины, или строительный мусор вокруг баков, вокруг площадки, фактически вы создаете стихийную свалку. Это не мусор на площадке, это стихийная свалка. Мусор на площадке должен находиться внутри бака. Дальше администрация получает от вас, как, например, я это делаю часто, сигнал о том, что на площадке на углу Березовой и Черноморской навалено много веток вокруг площадки. Это стихийная свалка. Крайжилкомресурс отказывается вывозить эти ветки, они даже в баках ковыряются. Что делает администрация? У них есть заявление от гражданина. Приезжают сотрудники. Есть два сценария, два варианта. Если веток мало, если там, объем, условно говоря, на меньше, чем на 1 КАМАЗ, тогда приезжают сотрудники эксплуатационной организации, которая отвечает за уборку улиц. В Горячем Ключе это ЦРС, Центральная ремонтная эксплуатационная служба, независимое юрлицо. Приезжает это юрлицо, приезжают его сотрудники и какой-то там КАМАЗ или ЗИЛ, они своими силами, то есть за бюджет, и деньги, соответственно, бюджетные на ГСМ тратятся, убирают весь этот мусор в кузов муниципального грузовичка. Дальше, опять же, есть два сценария. Первый сценарий, самый такой воровской, самый коррупционный, самый незаконный. Но к чему я был свидетелем. Эти ветки вывозятся куда-нибудь на окрестные поля, то есть на сельхозземлю, и сваливаются в кучу. Либо, у меня есть об этом видеозаписи, шины свозятся и складируются на территории очистных сооружений Горячего Ключа. По всем нормам складывать воспламеняющиеся материалы на режимном объекте, таком как
очистные сооружения, не говоря о том, что создавать там стихийную свалку, администрация и ЦРС, и водоканал, потому что объект принадлежит водоканалу, не имели права. Тем не менее, они это делали. Складывали свои шины, собранные с площадок, на территории очистных сооружений. А мусор, такой как ветки, я находил кресты, пластиковые венки, цветы с кладбища. Эти вещи, этот мусор складывался на близлежащих к очистным сооружениям полях. Вываливался на частное поле, арендуемое или принадлежащее частному физическому лицу. Это самый преступный способ, которым администрация горячего ключа пользовалась. Менее преступный способ, когда ветки, опять же, представителями администрации в своем транспорте вывозятся на какую-то принадлежащую администрации территорию, например, на территорию базы, где хранится автотранспорт, ЦРС, складывается там в большую кучу. Потом, когда объемы мусора уже определены, сколько его, администрация отыгрывает конкурс или котировку. Если эта сумма меньше 600 тысяч, то без всяких котировков и конкурсов заключается договор, контракт от лица администрации, от лица ЦРС, то есть прячется юридическое лицо, кто это делается, кто это заключает, может быть не администрация, а, например, ЦРС или управление жизнеобеспечения городского хозяйства или любое другое юрлицо подконтрольной администрации, связанное с ЖКХ. Это даже может быть водоканал, потому что на его территории, например, сложены шины. И приезжает, вот самая коррупционная составляющая в чем? Приезжает организация, собирает этот мусор в одном месте на территории ЦРС, силами ЦРС, то есть используется погрузчик ЦРС, загружается полный, допустим, тоннар, огромная фура, и потом все это уезжает неизвестно куда. В лучшем случае на свалку, где принимают строительные остатки. В худшем случае в ближайшую лесополосу. Возможно развитие ситуации, что ветки, которые свозятся на площадку ЦРС, измельчаются, объем уменьшается, но с тем, кто вывозит мусор со стихийной свалки, отыгрывается конкурс на полный тоннар. А кто проверит, полный этот тоннар, не полный тоннар? То есть посчитали, смотрите, как очень легко. Посчитали, что с площадок мусорных вывезли, допустим, 10 КАМАЗов. Ну, грубо говоря, это в КАМАЗе 10 кубов, то есть 100 кубов вывезли. 100 кубов это грубо, очень грубо, 2 тоннара, 3 тоннара. Вот каждый тоннар посчитали по 600 тысяч. Приехали 3 тоннара, или приехали 2 тоннара, кто там посчитает. Забрали вместо 3 тоннаров 1 тоннар, потому что ветки все измельчителем измельчили, и увезли 1 тоннар. Чисто стружки. А лучше эту стружку взяли и распродали кому-то там, фермерам, на перегной или на подсыпку, или на изготовление каких-нибудь наполнений для стадионов. Все. То есть конкурс отыграли, по документам все шито-крыто. С площадок убрали сколько? 10 КАМАЗов, все. Свидетели были. Кто? Сотрудники администрации, водитель, сотрудники ЦРС, которые это все убирали. КАМАЗ приезжал, или там фура приезжала, приезжала по документам. Ну, кто ее учтет? Приезжала она полная, неполная, приезжала ли вообще. То есть на вход считается, на выходе документами закрывается, что приезжала, а на самом деле еще есть более коррупционная схема. Стихийная свалка лежит на мусорной площадке. Большие, я видел кучи огромные, которые действительно вот такие кучи, что целый тоннар нужен. Приезжает тоннар, экономится хотя бы на том, что погрузчик приезжает, трактор от администрации, они наняты где-то там на частном рынке. Тоннар загружается целиком и полностью, вывозится к тем же очистным сооружениям,
и сваливается вдоль дороги, чему я был свидетель. А по документам этот тоннар, мало того, что они там погрузчик наняли за деньги исполнителя, а на самом деле это была муниципальная техника, так еще и вывезли этот погрузчик, целый тоннар не на ближайшее поле около очистных сооружений, а вывезли аж в Копанской, за Краснодаром. И там на свалку как бы по документам отдали. Как вы понимаете, по документам это все оформить элементарно. То есть это все устойчивые коррупционные связи. И можно оформить, что организация заплатила ей администрация или кто-то там, ЦРС, приехали, забрали, отвезли, все документы провели. По факту эти все кресты, венки и цветы пластиковые с кладбища оказались около очистных сооружений. О чем я неоднократно писал жалобы в полицию, писал жалобы в Роспотребнадзор, Россельхознадзор, в пожарную охрану, потому что эти венки и цветы, древесные остатки пытались сжечь, когда их обнаружил. Эти все видео доступны, публичны. Мне ответ прислали о том, что администрация «Горячего ключа» не оплачивала работы сторонней организации по вывозу стихийных свалок, чему я был свидетелем. И потом, когда я нашел это все преступление, мне администрация «Горячего ключа» победно рапортовала, что они наняли организацию, и она убрала эти свалки. То есть, представляете, они сделали себе гешефт в два конца. В один конец с тем, что наняли организацию, чтобы она вывозила стихийные свалки с площадок мусорных, и освоили на этом 3 раза по 600 тысяч. У меня есть такая информация. А второй раз они сделали гешефт на том, что наняли, естественно, мусор не вывезли никуда, а свалили около очистных. И второй раз они заработали тем, что наняли, может быть, ту же самую организацию. И она собрала, опять же, погрузчиком администрации, трактором, этот же мусор, только уже около очистных в полях, и вывезли его куда-нибудь подальше, где я не мог бы его найти. Вот так работает администрация. Вариацией этой темы является следующее, последнее. Вишенка на торте, обязательно мне подпишитесь. Обязательно. Я вам вот такое расскажу, чего никогда до этого не рассказывал. У меня был случай, когда я поехал и нашел место, где администрация пыталась захоронить в грунте мусор, собранный с городских площадок, перебили военный кабель, убежали, а весь мусор, который они пытались захоронить, свалили в старых садах. Они, вот видите, как они понимают, что я могу находить свалки на грунте, но в грунт-то я не полезу. И они придумали, как это все прятать. Они решили это в старом саду раскопать, большой котлован, свалить и закопать вдали от дороги. Но перебили военный кабель и убежали. Побоялись последствий. Я вызывал на это место полицию, и полиция сказала, что ничего не нашла. И виновных нет. Вот так работает правовое, в кавычках, государство в России. Но теперь вы знаете эту схему. Какой вывод? Если вы видите стихийную свалку, если ее вывозят, попытайтесь отследить, куда везут этот мусор. Если его вывозят вот так по этой коррупционной схеме, по документам на мусорный полигон, в реальности в ближайшую лесополосу, то далеко везти не будут. Если это муниципальная техника, администрации, то, скорее всего, повезут километров 20 от города, не дальше. Проедьте следом за мусоркой. И самое главное, поймите, что администрация может такие работы по ликвидации стихийной свалки оплачивать не со счета администрации, а со счета подконтрольного юрлица. Например, там какой-нибудь жилищно-эксплуатационной конторы, управляющей даже компании какой-нибудь государственной, муниципальной, или со счета даже, любого юрлица подконтрольного администрации. Я думаю, что в моем случае, если оплачивалось не со счета администрации «Горячего ключа», то со счета ЦРС или Департамента жизнеобеспечения городского хозяйства. Может быть, водоканала. Все, всем пока, спасибо за просмотр.